Витаю! В этом видео в FreeCAD мы посчитаем устойчивость оползневого склона методом круглоцилиндрических поверхностей и определим методом отсеков его коэффициент запаса. Итак, для начала загрузим подложку. Это будет страничка из отчета по инженерно-геологическим изысканиям. Переходим в верстак изображения и загружаем картинку. Далее картинку нужно отмасштабировать. Вертикальный и горизонтальный масштаб у нас одинаковый, поэтому достаточно померить точки на высотной шкале. У нас в метре почти 10 мм. Значит, картинку надо увеличить в 100 раз. Делаем это в свойствах изображения на вкладке «Дата», просто убрав запятые. Картинка у нас увеличилась. Проверим, что получилось. Вот. Теперь у нас здесь действительно метр. 1000 миллиметров. Теперь создадим таблицу, из которой мы будем управлять положением центра и радиусом кривой сползания. Заходим в верстак электронные таблицы. Создаем новую таблицу. Назовем ее покороче. Например, «Дата». И назовем ячейки в таблице X, Y и R. Теперь картинке назначим некоторую прозрачность и сместим ее немножко назад, на -1 мм, чтобы наша подложка не сливалась с чертежом. Также переместим картинку в более удобное место относительно начала координат. Теперь переходим в скетчер. Создаем новый скетч. Переводим графику в режим направляющих и отмечаем контур склона. Достаточно будет отметить его вершину и подножье. Фиксируем положение направляющих. Далее переключаемся в режим графики и рисуем произвольную кривую. Фиксируем концы кривой на направляющих закреплением точка на объекте.
Также фиксируем положение центра кривой. И радиус кривой. Теперь свяжем координаты центра и радиус кривой с ячейками таблицы. Для начала просто перепишем вот эти вот значения. Для x координата x, для y координата y, и значение радиуса. Теперь свяжем размеры с ячейками таблицы. Заходим в размер и вместо длины пишем название таблицы. Вот появилась подсказка. И название соответствующей ячейки. Делаем то же самое для остальных размеров. Раскрасим немножко скетч. Вот. Теперь, меняя значения в ячейках таблицы, мы можем управлять радиусом кривой и положением ее центра. Теперь поделим склон на отсеки. Отсеки будем рисовать в режиме направляющих. Верхние точки фиксируем в пространстве.
Нижние точки отсеков фиксируем на кривой сползания точкой на объекте. Вертикальные линии отсеков фиксируются закреплением вертикаль. Теперь добавим отсекам объем, а также узнаем длину и угол наклона подошвы отсека. Для этого копируем скетч. Копируем только скетч, таблицу оставляем. Переходим в Part. И на основе скетча создаем тело. Редактируем скетч. Контур кривой переводим в режим направляющий, а контур блок в режим контура. На подошву блока накладываем справочный размер. И присвоим ему имя L отсека. Из нижней точки отсека выведем направляющую, закрепим ее горизонтально и наложим угловой размер, тоже справочный. И присвоим ему имя альфа отсека. Теперь выдавим этот скетч на 1 метр. Вот мы получили первый отсек. Повторим то же самое для остальных отсеков.
Таким образом, у нас получились отсеки, чьи размеры будут меняться в зависимости от положения кривой сползания. Давайте это проверим. Изменим радиус кривой. И сместим координаты центра. Как видим, объем отсеков у нас изменился. Давайте их пронумеруем. Это будет первый отсек. Пронумеровали. Теперь создадим таблицу, в которой будем считать коэффициент устойчивости склона. Переходим в электронные таблицы, загрузим готовую таблицу из файла. Теперь заполним столбцы, значения в которых не будут меняться. Это средняя плотность грунта отсека, сцепление на подошве отсека, угол внутреннего трения грунта отсека, а также столбцы с информацией, порядковый номер отсека и наименование грунта на подошве отсека. Заполнили. Теперь извлечем из модели динамические данные. Получим объем отсека. Пишем равно. Далее имя отсека и дерево проекта. Далее shape, форма. Далее volume, объем. Не забываем перевести кубические миллиметры в метры. Вот мы получили объем отсека. Теперь извлечем угол наклона подошвы отсека. Пишем название скетча, из которого была получена 3D-модель отсека. Далее закрепление, constraint. И имя справочного размера, который соответствует углу наклона подошвы отсека. Таким же образом получаем длину подошвы отсека.
Не забываем перевести миллиметры в метры. Далее будем действовать, как и с любыми другими электронными таблицами. Будем умножать и складывать ячейки. Вес блока. Удерживающая сила. Сцепление. Сдвигающие силы в отсеке. Сумма удерживающих сил отсека. Сумма сдвигающих сил отсека. Аналогично поступим и для других отсеков. Теперь посчитаем сумму удерживающих сил. Теперь сумму сдвигающих. И коэффициент устойчивости. Теперь, изменяя координаты центра и радиус, найдем такую кривую, при которой коэффициент устойчивости склона будет наименьший.
Как вы уже, наверное, заметили, на геологическом разрезе уже присутствуют результаты расчета устойчивости склона с несколькими кривыми сползания и с коэффициентами устойчивости. Поместим нашу кривую в зону, которую обозначили ранее геологи. Как видим, коэффициенты устойчивости совпадают. В нашем расчете 1,15 и одна из кривых, назначенных ранее, тоже 1,15. Если бы мы в нашем расчете учли наличие грунтовых вод, то, думаю, коэффициенты бы приблизились к 1,06 и 1,03. В нашем расчете и в расчете геологов коэффициент надежности склона меньше, чем 1,2, что означает, что устойчивость склона недостаточно и нужно выполнить противоползневые мероприятия. На этом все. Дякую за увагу.